Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро расклад, таро прогноз, что готовит судьба. Ключи судьбы в событиях ближайшего будущего. Давайте допустим, что эти ключи сейчас в ваших руках, и мы достанем 3 карты. Каковы эти знаки судьбы, чтобы их угадать, рассмотреть, ну или как тема обдумать. Может быть, это то, что тянется из прошлого. И планетарные транзиты таковы, что, наверное, планетарные транзиты до конца года. Это доброе время, 2025, для нас чем-то определиться или адаптироваться. Так вот такой вопрос. Что я выбираю для себя? Или какой порядок я выбираю в своем творческом хаосе? Может быть и так. Я говорю, почему эти слова? Я знаю, что среди вас очень много творческих людей. С чем-то нужно вроде как определяться. И мы заранее не ставим специальных сроков, потому что ближайшее будущее это может быть, ну, где-то 2-3 месяца. Но, согласитесь, мы все разные. У кого-то это тот вопрос, который последует, да, или решение потребует, точнее, каких-то согласований, и не все в наши регламенты вписывается. Ну, а для кого-то это может быть пару-тройку дней. Все же все разные. Но причину, как бы, я надеюсь, нам карты раскроют. Вот первая колода, 78 дверей. Открытые двери или закрытые. Каков ключ? Или как нужно поступить, чтобы эти двери открылись. А я вас приглашаю на свой сайт. Оставлю ссылки в описании под видео. Прочитать планетарные гороскопы и статьи по психологии. Идем вперед. Знаки судьбы и первый знак судьбы в событиях ближайшего будущего. Второй знак судьбы. С чем это может быть связано? Что нам символизирует какое-то событие ближайшего будущего и как вам с этим нужно взаимодействовать, какой знак или ключ вам это несет. А вторая колода мы будем дополнять. Давайте раскроем. Ну, вот я иду вперед, называется, это точно. И иду налегке причем. Вот вы какой-то выбор делаете. Вполне вероятно, это правда уже касается будущего. Как будто уже все, что случилось, оно уже случилось и произошло. Время делать выводы, а следом за выводами и выбор. Мы выходим из тех отношений, к примеру, которые нам не приносят отклика, как минимум. Нет взаимообмена. Опять же, какая-то карта уже проиграна, или уже партия в шахматы, она была сыграна. Не осталось ничего, чтобы нас держало в заперти, врата открыты. И от вашей решимости будет зависеть решение какого-то вопроса. Может быть, это для вас открывает пространство, Вселенная, новые какие-то темы, новые интересы, увидеть мир, попробовать себя в новом деле или завершить какую-то неудавшуюся пьесу личную, да, такого любовного характера, когда тоже понимаем, а бесполезно ждать. Возможно, и по работе, когда начинаем надеяться сами на себя. Здесь может быть начало личного творчества, личного дела. Когда сколько ни жди, допустим, что руководство на нынешнем месте работы вас заметит, и вы понимаете, в наше сложное время нужно и для себя какой-то личный фарватер создать, чтобы как дополнительный доход. У кого-то и так может проиграться. Но вот все какие-то минусовые эмоции, они позади, потому что вы видите реальность свежим взглядом, новыми глазами. Может быть, и какую-то сложившуюся прежде обстановку вы тоже уже проиграли, проанализировали, ничто не держит. Ну, давайте мы достанем следующие карты и поймем, ну, вообще, почему это происходит. Почему это произойдет, с чем связаны эти события, выводы, решения. А нам снова говорят, да уже все. Все закончилось, все завершилось. И по пажу Пентакли мы учимся. Вот карту разложил наш паж. Он уже себя пытается примерить, да, куда же я пойду, куда я отправлюсь. И часто это карта прилежного именно ученика. Когда мы уделяем внимание деталям, мы понимаем, что мы многого не знаем. Здесь переходный такой момент, правда, который потребует от вас новых знаний. И это может касаться как работы, так и буквально у кого-то переезда. Собирались ехать, а может быть тут какая-то история. Тройка мечей.
завершилось каким-то фиаско, и завершилось так, как вы даже не предполагали. И это ведь всегда карта нам описывает прошлое и на сегодняшний момент, поскольку любая тройка – это на будущее. Вот этот грустный опыт мы не должны повторить. Ну вот все то, что я сказала в самом начале. Здесь как будто даже карта нам свидетельствует о том, что мы оставляем за своей спиной, от чего мы уходим. Вот этот недописанный или переписанный уже задерганный дневник, разлившиеся чернила и вот эти 3 меча, как мы сами как будто ставим, вот так вот проткнули макет сердца, чтобы поставить в чем-то точку, в той болезненной, разрушающей ситуации, которая, тем не менее, нас чему-то научила. Ну, правда, вы выходите из разочарования, ведь эта карта, по сути дела, выздоровления. Это мы жили в каком-то мраке, может быть, это мы себя поставили на паузу, потому что мы слишком долго ждали. Но вот теперь это заканчивается. Истоки ситуации. Вот, наверное, не было бы счастья, да несчастье помогло, и для вас вот этот выбор, он начинается с того, что вы перестаете что-то ждать. С чем связано это еще событие? Очень символично, посмотрите, да, тройка, я говорю, это всегда в будущее. Но здесь будущее, потому что какое-то прошлое надоело. В эту сторону ни глаза не смотрят, ни ноги не идут, да и думать уже не хочется. Да, где-то нас этот опыт научил. Научил тому, что эти грабли мы не найдем. И нам где-то карта говорит, да, тебе жизнь может устроить экзамен подобный, ну, как дежавю. И тут будь внимателен, потому что тройка жезлов – это всегда будущее, это новые горизонты, это расширение собственных кругозоров, когда вы можете учиться, как обучаться новому делу, профессии, ремеслу, учить языки или осваивать что-то совершенно новое, потому что вы видите в этом необходимость, и вам это самое главное и интересно. А самое главное еще свобода, мои дорогие, по тройке жезлов. Свобода может быть вот от таких манипуляций. По тройке мечей это всегда карта хитрости, обмана. Ну или манипуляции. Это где-то нужно быть на новом поприще или на новом пути аккуратному. Не повторить, опять же, этот самый опыт. Как будто вы были в подобном в чем-то. Может быть, какой-то дежавю к вам и будет, кстати, возвращаться в виде человека. Может быть, и в виде работы. Когда, к примеру, вы ждали должности. Ну, вот я для примера такую ситуацию. Работали по своей профессии, и случилось так, что, может, должность освобождалась, но вам ее не предложили. Или были другие какие-то варианты вам предложить что-либо иное из обещанного, опять же. Но это все не произошло. То, что обещали, не случилось. И вы выбираете свой путь. Но, может быть, на какой-то период вы, да, должны еще сохранять. В никуда нам нельзя уходить. Поэтому подушку безопасности нужно иметь. Но уже новые перспективы. Либо искать новую работу, либо все-таки по пажу пентаклей. Это тот, который именно себя, какую-то свою задумку, идею, мечту ставит на первое место и осуществляет первые шаги. Да, он именно, может быть, как вот эту карту рассматривает разные варианты, но он готов уже следовать вперед. Его ничто не держит. И посмотрите, если тройка мечей у нас такая мрачноватая карта, то здесь, да, тучи еще есть, еще многое непонятно, но уже солнце освещает эту местность. И здесь уже полная уверенность по тройке жезлов. Здесь мы, знаете, как на минуту можем замешкаться, но не для того, чтобы что-то ждать, а для того, чтобы проанализировать, все ли я взял с собой в будущее. Из прошлого, значит, какой-то опыт определенно стоит взять с собой в будущее. Потому что эта карта может символизировать, что с чем-то подобным вы можете столкнуться. Или вы по работе, допустим, уже определились, а вас вдруг могут обратно начать приглашать куда-то, да, или поставить, вот как судьба перед выбором. Храните о себе, во-первых, молчание, вот это точно. Не рассказывайте о себе много. И если вы что-то надумали, помните, что счастье и удача любят тишину. Не ставьте себя в какой-то жизненный экзамен сами. И может быть такая ситуация, когда, допустим, я буду уходить или увольняться, вы об этом сказали. И тут вас руководитель может начать, к примеру, удерживать, обещая еще раз что-нибудь. Но и по этой карте нельзя замечтаться в плане денег.
Здесь карта говорит нам о чем? Она иногда говорит, ее называют картой вора. Но есть тут и такой момент – забрать свое. И нам ведь этот человек тоже, обратите внимание, он забирает всего у нас как бы 7 мечей, правда? А забрал он только 5. А вот эти 2 он оставляет, как будто это не мое, оно мне не нужно. Поэтому будьте внимательны, мои дорогие весы. Что же будет дальше? Давайте узнаем. Как разовьется ситуация, как изменятся события. А быть может, что-то изменит не только вашу жизнь, а и вас самих. Что же будет дальше? На будущее. А вот правда, какой-то дежавю может вернуться. Или вам состоится какой-то разговор с руководителем. Помните, наверное, что если вы никому вердиктов не выносите или о себе много не рассказываете, то и вам не будет жизнь ставить какие-то возможности, которые кажутся именно возможностями. Вас не будут втягивать в какую-то паутину непонятную, когда это просто кому-то интересно. Карта харизматичного лидера. Это может быть и личная жизнь, я такое допускаю. И я не связываю эту карту с знаками зодиака, все же вот эта харизматика человека, она может притягивать. Нам хочется в это верить, но все же карта нам говорит о том, что надейся-ка ты сам на себя или сама на себя, потому что какая-то идея может прозвучать, какая-то информация может прозвучать, важная для вас, вы это себе как отложите, да, в вашей ментальности, но сказать, что этот человек, который вам красиво говорит или что-то объясняет, может быть, долго, почему та или иная ситуация складывалась, это по сути не имеет значения. Он не готов участвовать в вашей жизни, продолжать что-то долго. Он не готов брать ответственность за вас. Нам, да, лидер, король показан, но на карте он кому показывает что-то? Коту. Поэтому проанализируйте вот этот тонкий момент. Значит, что будет дальше? Давайте узнаем. А вот всем таким лидерам вы покажете... Скажете нет, извините. Хотела сказать, покажете фигу. Ну, извините за мой сленг. Но, тем не менее, по 10 мечей, ну, действительно, уже все, что было, то было. Но, может быть, кому-то из вас последнего аккорда не хватает. По крайней мере, будет желание откликнуться. Это точно. Потому что по королю жезлов это сильная энергия. А у кого-то в личной жизни страсть, мои дорогие. Давайте мы все же... Ну, не хочется оборачиваться. Это правда. Что же будет дальше? Но все равно выберите себя, да, по пажу кубков. Здесь может быть какая-то игра, я такое допускаю. И правда, и по личной жизни кто-то может вернуться. Но паж кубков, ведь это ученик, мы говорим. Или это, если прилежный ученик идет по пажу пентаклей, то тут эмоции, чувства. Это где-то на уровне приятностей, но никакой конкретики. А зачем это вам нужно? Тут и правда, зачем это вам нужно? 15-й старший аркан, дьявол. Какое-то искушение, мои дорогие, вы можете с ним столкнуться. А это было связано с мечтами. Может быть, это правда история пары, когда вы вместе мечтали, и вам вместе было хорошо. И вам кажется, что ну почему же вот так вот все прекратилось? Почему как-то было, может быть, и несправедливо? Вы уже где-то эту тему обдумали. И для себя ведь, правда, уже что-то решили. Вы все-таки видите эту реальность. Но есть и, видимо, еще тот факт, когда вас это может держать, может быть, воспоминаниями, словно в заперти. Или вы сами себя этими воспоминаниями где-то удерживаете, мои дорогие весы. Или человек появляется и начинает вам снова что-то говорить. А ведь это карта юношеского инфантилизма, а рядом аркан, дьявол, и это карта страсти, зависимости. Поэтому выход из зависимости. Я допускаю, что у каждого тут свои зависимости. Но, кстати, трудоголики тоже проходят, потому что зависимость ведь материальная, материальный момент. Может быть, для кого-то из вас конкретные взаимоотношения с партнером. Так тоже бывает. Пусть это не для всех, одному, двум это важно услышать. Даже была какая-то и личная история, но она строилась на взаимном интересе.
Может быть, это и бизнес или общее какое-то дело. Может быть, и был семейный бизнес, а уже, по сути дела, ваш дуэт прекратился. А бизнес продолжается. И так тоже бывает. Но, значит, здесь нужно какую-то правильную стратегию, тактику по части финансов вам все-таки просмотреть. Может быть, и выйти или наметить для себя, по крайней мере, да, не случайно у вас все-таки пажи. Вы будете, может быть, изучать что-то, как новые системы взаиморасчета, или как вы можете на какое-то время объединить, может быть, надо продолжать, да, ведь и такое может быть. Потому что вы вынуждены, вы зависите, может быть, в некоторых позициях от конкретного человека. Вы уже не реагируете на то, что вам он там поет или обещает, потому что есть какая-то правда, и вы уже ее как будто прошли, этот тернистый путь. Обманываться точно не хочется, хотя риск будет, потому что, видимо, речи сладкие или обещания какие-то очень приятные, но тем не менее, это какая-то клетка, это какие-то рамки, это какие-то условности. И вот, видимо, выйти из этих условностей для вас задача номер раз. События будущего. Да, вам тут не даст никто какой-то конкретики. Помните об этом. А если вы, понимая вот то, что я сейчас обрисовала, что да, есть отношения, которые я вынужден или вынуждена продолжать, пока я все расставлю по местам. Но так это значит, себе надо напоминать о том, что это лишь на какое-то время. На какое-то время вам нужно договариваться вот с такими хамелеонами, дабы себе не навредить. А впереди 1000 неопределенностей. И я тут вижу, что вы можете на что-то согласиться, если вы каким-то образом еще пока зависите от человека. Но, значит, для себя все-таки вот по Луне. Здесь это эмпатия, конечно, карта. Для кого-то есть возможность и примириться, я этого не исключаю, потому что приятные эмоции, они могут вас словно накрыть с головой. И плюс, если еще присоединяется физиология, мы говорим страсть, очень сложно противостоять. А тем не менее, ну какой-то новый уровень, он должен быть продолжен. Перекладывайте, мои дорогие весы. С чем это может быть связано? Не оступиться будет очень важно, правда. Потому что по аркану Луна мы как-то действуем очень напористо, можем, да, захотеть, по крайней мере. Или наоборот, мы можем пойти вот как по этой лунной тропинке и думаем, что мы идем, ну теперь уже все прояснилось, потому что обещания сладкие, а в итоге эта тропинка нас приведет совсем не в то место, куда мы намеревались дойти. У кого-то, кстати, это может быть связано, знаете, даже по каким-то ситуациям, вот банально, когда вы оказываетесь в толпе. Сейчас мы опустим какие-то дела рабочие, допустим, или личной жизни, а вообще вот конкретно ситуация, когда вам нужно будет в другую сторону, мои дорогие, с учетом аркана Луна. Харизматичные лидеры, которые вас на что-то могут уговаривать, склонять, и, допустим, как какое-то сборище, и вас призывать, ну, оказать содействие, участие, быть в каком-то коллективе. Потому что по аркану Луна мы должны избегать всячески толпы или каких-то сборищ. Вот говорю конкретно. Вам в другую сторону. Почему? Тут могут говорить на первый взгляд вещи правильные или толкать какие-то идеи, постулаты. Так вроде послушаешь, все правильно. Где-то перекликается с тем, что я думаю, но это застенки. Помните, это вы попадете в какую-то зависимую ситуацию, когда себе спасибо не скажете, потому что вы станете одержимыми или вы не станете одержимыми, но вы будете зависимы от, опять же, каких-то обстоятельств. По Луне те обстоятельства, когда мы оказываемся в толпе и уже себя не контролируем. И мы становимся как заложниками, опять же, отношений, ситуаций, обстановки, вот даже обстановки. Не попадите в тот коллектив, в который вам не надо. И вот так тоже может проиграться. Думайте, кто вас окружает, мои дорогие весы. Вот такой знак судьбы, ключи судьбы. Только вы решаете, пойдете в это место, или будете вы там находиться, или нет. Второй знак судьбы. Здесь король кубков, и он ждет. Русал. Ждет свою русалочку. История личной жизни, правда. Все-таки это как ключ судьбы. С чем-то вам нужно разобраться. И 78 дверей. Тут врата открыты. И здесь-то тоже
дверь в этот грот открыта. А мы сидим, ждем. Мы как будто, как этот Руслан, он не может встать и буквально пойти. Вот вы можете так думать, я не могу встать и пойти. Ну, не может пойти, может нырнуть, будем говорить, в другую сторону. Так с чем же это все связано, а? К чему это, с какими событиями? Девятка жезлов. Девятка, во-первых, мы на пороге перемен, во-вторых, предпочитает уже эта карта какой-то выход из оборонительной какой-то зоны. Мы не можем отгораживаться от мира, или мы, ну, может быть, есть та ситуация, когда мы наступили, нашли какие-то грабли, и теперь нам не хочется ни новых знакомств, ни новых контактов. Нет, новые контакты должны быть. Уже должно быть какое-то ожидание с вашей позиции закончено. Но это очень аккуратные первые шаги. Как будто взаимодействовать с миром для вас очень важно. Но и с другой стороны, немаловажно себе не навредить. Это карта великой мощи и силы. И нас призывает к тому, чтобы мы правильно оценили свои силы. Куда мы их потратим, что мы будем продолжать. Вот вам нужно продумать, будете вы продолжать какое-то ожидание или нет, вот так глобально. Так что же произойдет, с чем это связано? Ну вот смотрите, если девятка, мы говорим, период ожидания, ограничений должен закончиться. Да и десятка-то жезлов, это мы как будто эту вязанку тащили, а это было нам не нужно, мы себя все время оставляли на потом. Как долго вы готовы быть в этом ожидании? Как долго вы еще намерены себя оставлять на потом? Может быть, кстати, по жезлам дела, работа, бизнес и деньги. Вот именно рабочий какой-то вопрос, вы никак не можете на что-то решиться, потому что приятные какие-то эмоции связывают. Или привычка, мои дорогие. С чем это связано? Ну, точно, тут очень сложно от чего-то избавиться. Но вот, видимо, знаете, вопросы вот по первой позиции, они где-то будут говорить о том, что пусть вы на первый какой-то момент не можете или не могли с чем-то определиться, но словно судьба вам даст второй шанс выйти из этих неопределенностей. Причем тут такая должна быть, знаете, для вас узенькая лазейка, может быть, тропинка, без указателей, когда нельзя себе навредить буквально по финансам, но и нельзя вот словно сидеть и чего-то ждать. Вот время ожиданий завершено. И, может быть, у кого-то сохранить первую работу и в то же время уже активно быть в поиске или что-то начать изучать. Может быть, иностранные языки или какой-то навык приобретать. Может быть, и посредством интернета. Тут все что угодно может быть. Любые, наверное, любой драйв в плане обучения для вас приносит новые возможности. Главное не застрять вот на этом сундуке. Но и в то же время по четверке пентаклей, чтобы с этого сундука ни один пентакль не ушел мимо, понимаете? То есть очень тонкий такой момент. Деньги для вас сейчас – это способ взаимодействия с миром. Но это не значит, что мы только о деньгах думаем, а возможности, они для вас с другой стороны приходят. Вот интересно, может быть, у кого-то из вас это вы ждали обещания или не можете решить какую-то свою ситуацию по финансам. И тогда ее все равно нужно решать по-другому. С этого начинается девятка жезлов. Ваша активность какая-то должна быть проявлена. Пока вы не сделаете первый шаг, вы будете все время вот эту десятку жезлов тащить. И вам кажется, ну да, вот здесь стабильно. А что стабильно? 4 пентакля. Их надо сохранить для того, чтобы, ну, где-то стартануть вперед. И закончить те, может быть, и приятные какие-то воспоминания. Но это только воспоминания. Ну, что же будет дальше? Давайте узнаем, мои дорогие весы. Но все равно обнуление будет. И это, кстати, старший аркан. Даже если мы тут сами присели вот так на сундучке, аркан говорит, ну, тогда приготовься. Если ты ничего не меняешь, обстоятельства все равно как-то будут воздействовать на тебя, заставлять тебя измениться. Потому что по нулевому аркану мы тут можем услышать и новости какие-то. Или как реальность перед нами открывается в новом ключе, мы понимаем, да, вот то, что было прежде, оно уже не будет. У кого-то по работе смена руководства. И то, что вами было как бы определено, ваши позиции, тут тоже будет меняться. Поэтому не бойтесь что-то оставлять позади, мои дорогие весы. Тут в наше зыбко непонятное время, в эпоху перемен, коль уж нам
доводится жить, проживать, у каждого здесь свои задачи. Нужно правильно оценить, как и ваши собственные ресурсы. Это не только деньги, кстати, по 4 пентаклей. Мы не должны свои ресурсы тоже складывать вот в этот сундучок. Здесь правильно распределить время. Ваши таланты, мои дорогие, самое время. Вот пентакли, да, тут где-то быть прижимистому, скорее всего, в деньгах, в тратах вам придется. Но все остальное, тут и не просчитаться, не растратить в пустоту, опять же, ваши таланты, не дать себя уговорить на что-то для вас, ну, совершенно бесперспективное, которое будет тоже означать ожидание. У кого-то может проиграться личная история, правда, в плане ожидания, а у кого-то подобное ожидание еще и по части работы и денег, вот запросто. Но, кстати, эта карта говорит о том, что у вас достаточно сил. Достаточно сил осуществить проект. Может быть, и конкретно это больше бодрости мы испытываем, когда вообще какой-то заряд такой, знаете, нового вдохновения, любопытства к жизни, не к соседу, к жизни. Но нужно будет не замечтаться, стоя словно на краю обрыва. Все-таки мы с вами не шуты, изображенные на карте, и поэтому что-то нужно подмечать. Может быть, вы решите куда-то поехать, но тогда тоже просчитывайте. Но тем не менее, это как обнуление ваших жизненных этапов, когда прошлое завершается, и теперь новая реальность. Что же будет дальше? Аркан Жрица, посмотрите. И это та, которая все знает. Слушайте интуицию. Здесь нужно следовать подсказкам к своего 6-го чувства. Если мы говорим интуиция, это тандем интеллекта, а вы интеллектуалы, и прежнего опыта. Сложить в один красивый узор. Интуиция – это ни разу как воспоминание и не самокопание, а именно правильно расставить какие-то приоритеты, чем вы будете заниматься. Храните о себе молчание. Вот точно, мы вскользь с вами говорили где-то по первой позиции, а здесь карта говорит конкретно. Пока ты не проболтался, кому-то что-то не говорил, или кому-то не сказал: я буду заниматься этим, или я буду заниматься каким-то проектом. Помните, счастье и удача любят тишину. И может быть даже, кстати, первая ситуация, если вы вынуждены продолжать какое-то взаимодействие с определенным человеком. Не бегите впереди паровоза, не давайте обещаний, не говорите, может быть, ни да, ни нет. Действуйте по-своему. Вот карты все ведь вас к этому призывают. Может быть, и сложно выйти из каких-то зависимых ситуаций или отношений. Но, значит, это сделать нужно как-то красиво, элегантно, как это вы умеете, мои дорогие весы. Это как раз по вашей части. И при этом молчание вам помогает. Что же будет дальше? Вы тогда не повторите какую-то прежнюю ошибку. Ну и тогда вы можете, даже если мы на работу берем, для себя продолжить свое творчество. По рыцарю Пентаклей, кстати, это может быть как конкретный человек, который вам приходит дельным советом на помощь, если у вас складываются вдруг такие обстоятельства. Или пусть это какое-то сотрудничество, которое вы можете продолжить, или вот то, что я обрисовывала. Вам нужно договориться. И не потому, что вы верите этому человеку, еще раз. Уже какая-то точная история со знаком минус, потому что она закончилась. Тут ведь у вас выпадало однозначно 10 мечей и паж кубков, не повторяюсь. Какая-то зависимая ситуация. Но правда, вот сейчас единственный есть выход, и еще раз, как воспользоваться чем-то. Но понимать, что все равно из этого нужно искать выход. Может быть, у вас и последний раз получится получить какой-то платеж вот определенным способом. К примеру, я даже такое могу допустить. Или вы будете вместе договариваться, рассматривать какие-то новые варианты взаимодействия, сотрудничества. То есть все-таки по этой карте мы что-то продолжаем. Но ведь эта карта подразумевает детализацию и инструкцию. Значит, разложите все по полочкам. И не бегите, как я говорила, впереди событий. Судьба, помните, она идет по нашим шагам. И через интуицию дает нам наперед нужные подсказки. И это не значит, что мы должны объявлять всему миру, что мы намереваемся делать или как поступить. Это вас тоже сохраняет.
А еще есть такой нюанс. Мы, как знаете, себя можем заранее, объявив о чем-то, о том, что еще к чему мы даже не приступили, мы себя лишаем возможности осуществить эту мечту, как будто сглазили. Поэтому вот не надо этого делать. Вот чего это касается? Вот совсем непонятно. Может, вы что-то и изучаете? Вот, кстати. Но для вас, мои дорогие весы, эта карта может еще означать, что новое направление, которое вы выберете, причем неожиданное, может быть добрым продолжением лет даже на 10. С чем это связано? Аркан умеренности. Ну, наверное, умеренность, это, знаете, где-то пауза, да, если мы говорим. Хотя больше эта карта, пусть не в этой колоде, она говорит о неслучайных случайностях, которые нам нужно ими воспользоваться. Причем это, скорее всего, головокружительный какой-то или умопомрачительный вариант, который один-единственный существует для того, чтобы нам завершить какую-то патовую ситуацию, которая была для нас со знаком минус. И нам нужно пользоваться совершенно другими методами. Не случайно и здесь эта колода ведьмочек. Наша ведьмочка вроде как держит баланс на одной ноге. И всем своим видом, ну, демонстрирует спокойствие. Поэтому о себе много не говорите. Вверху аркан жрица. Здесь придется уточнять какую-то информацию, искать что-то, взаимодействовать с разными людьми. Скорее всего, будьте к этому готовы. Потому что, как по 9 жезлов, мы же еще аккуратно только выходим, да, из какого-то периода, когда, может быть, мы бездействовали, или, может быть, мы на что-то не соглашались, или обстоятельства не складывались. И здесь торопливость это была бы ошибкой для нас. И вот так вот хитро она улыбается, явно у нее есть какой-то план. Вот и у вас какой-то план будет, и вам нужно максимально сделать так, чтобы вам никто не помешал. Скорее, этот план на долгую перспективу. Не откажитесь от этого и, может быть, завершайте ожидания, но не с места в карьер, а аккуратными такими действиями или инструкциями, детализацией того дела, которым вы хотите заниматься. И правда, 2 карты «Добрые дела наспех не делаются». То, что вы думали, может быть, сделать за короткий промежуток времени, тут может для кого-то из вас стать центром ваших интересов на десятилетия. И это я тоже допускаю. Вот такой знак судьбы, такие ключи судьбы. Следующий ключ, правда, посмотрите, король кубков и королева кубков явно для большинства, может быть, из вас какая-то личная история. И если у нас русал ожидает, то здесь у нас просто какой-то образ. Это и наши мечты. И это конкретно карта ожидания. Нам показан как мальчик Паш, хоть и карта называется королева кубков. Это он на этот образ буквально молится или надеется на кого-то. Ну вот, видимо, что-то подобное, мы об этом уже не раз говорили, должно завершиться. Мои дорогие, почувствуйте собственную силу. Переложите ваши собственные таланты в какое-то правильное русло. Так вот, с чем это связано? С чем связано это событие? Может быть, пусть это останется как вашей идеей или вашей мечтой. Но вот вашу мечту, то, что вы хотите осуществить, но не пустое ожидание. Не вот эти какие-то, может быть, и вера в то, что человек наконец откликнется или наконец меня заметят. Нет, тут нужно явно больше рассчитывать на самого себя или саму себя. Карта работы. И нам говорят, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. И это пентакли, это откуда к нам приходят деньги, каким образом мы зарабатываем. И поэтому, если есть вот эта новая мечта, значит, что-то есть смысл и детализировать, дополнить, не ждать, что произойдет что-то само. А здесь сам человек как будто создает свои пентакли. Поэтому и вам будет очень важно, как перерасти из одного уровня профессионала в другой. И эта карта дает эти возможности. Если у вас была какая-то
ситуация нерешенная по финансам. Опять же, ключи есть в ваших руках. Или, может быть, как правильно вы распределите финансы, будет зависеть, осуществите вы свой проект или вашу мечту, или нет. С чем же это связано, это событие? По шестерке мечей вы можете куда-то поехать, отправиться. И планетарные транзиты тоже говорят о том, что будет даже где-то хотеться этого драйва, путешествий. Не отказывайте себе. Для кого-то из вас может быть необходимо даже продумать о том проекте, который позволяет работать из любой точки мира. Про, опять же, ресурсах ваших, что вам дает возможность, может быть, как личное дело или как ремесло какое-то. Когда мы имеем в руках ремесло, мы умеем делать что-то своими руками. Какие бы ни были обстоятельства, или даже какие бы ни были странные города, мы всегда найдем возможность заработать деньги. Но по шестерке мечей не только переезды идут, а вот еще и обучение, и как раз которое прекрасно связано с новыми технологиями, цифровыми технологиями, искусственным интеллектом, изучением языков, может быть, и язык программирования. Все-таки мечи – это пространство, эфир, интернет. И карта говорит о каком-то новом старте, какая-то перезагрузка. Задача в том, чтобы отплыть. Всегда ведь нам, ну пусть тут нам не отплывают, а отлетают все-таки колода ведьмочек. Но этот человек отправляется словно от безжизненной пустыни или от того места, где ничего не растет. Все уже проиграно. Все партии сыграны, и словно безжизненная пустыня, или не может раскрыть конкретно в этой местности свои таланты. Чем же обусловлены такие еще решения, с чем это связано? А еще и надоедают какие-то пустые обещания. По пятерке жезлов конкретные люди проходят, которые могут нам что-то говорить или обещать утром, а к вечеру забудут. Или, может быть, даже и не обязательно человек имеет какой-то хитрый план, а человек такой, на которого не следует надеяться. Потому что, да, он вам пообещал, но если через пару часов что-то происходит в его жизни, когда он более заинтересован в продолжении своего проекта, он даже не подумает вас уведомить, а просто молча выйдет из дела общего. От него можно ждать любых неожиданностей. И, кстати, второй момент. Эту карту я еще называю информационного хаоса и неразберихи. Вот какая-то неразбериха, мои дорогие, у вас должна окончательно закончиться. Хорошо. И к чему это все идет? Что будет дальше, мои дорогие? Как это изменит вас или вашу жизнь? Но тут уже точно старт. Может быть, даже раз вы на что-то не решились, второй какой-то заход, и делаете вы больше выводов или расставляете все по местам. Но уже точно не останусь там, где прежде. Вот есть какие-то события, десятка кубков. Но если даже прежняя история любви закончилась, то должна быть новая счастливая история. По десятке кубков для кого-то может проиграться вопросы дома, вопросы, связанные с родственниками, может быть, даже и с детьми, я такое допускаю. А также это в целом карта всеобщего благополучия, нашего, вашего, мои дорогие. Это как путь к тем людям, которые нас и понимают, а не те, которые нами пользуются. Это и путь к достатку, это еще и место нашей безопасности. Поэтому какие-то правильные выводы вы делаете, и это вам помогает как и обрести ясность, так и обрести некоторый фундамент или, может быть, надежных и искренних людей в вашем окружении. Что же дальше? Но выбор делаете вы сами. Не должно быть розовых очков. А выбор нужно делать с одной стороны сердцем, а с другой стороны с подсказками рационализма. А вы, если вы захотите, вы можете быть очень так вот холодно-рациональной. Видимо, вам это будет помогать, чтобы в конечном итоге получить вот эту десятку кубков. Что же будет дальше? И у вас открываются новые возможности. Но более того, по тузу Пентакли здесь как и возможность заработать деньги. Я говорила, новый вид творчества, работы, да, или каких-то новых направлений. Это мы делаем первые шаги. Вы можете, как вот направление новое по заработкам для себя,
правда обозначить. И вот этот пентакль, он один, туз пентаклей. Мы, как денежное дерево, намереваемся вырастить. И садим пентакль в землю. Поэтому вот какие-то ваши, знаете, изучения или когда вы не отказываете себе в том, что именно вы хотите осуществить, вот эти зерна, которые вы в свою жизнь как будто для прорастания садите, они дадут прекрасные всходы. И еще эта карта говорит о помощи высших сил. Это возможность. Здесь еще и может быть по деньгам какая-то новая возможность, если вы ищете, или вот как выйти, да, из какой-то зависимой истории. Здесь еще и внешние обстоятельства. Где-то, мои дорогие весы, вам будут играть на руку. Но это нужно увидеть раз и быстро как-то с этим определиться, переложить на реальную жизнь, потому что выбор-то тоже все-таки он присутствует, как и в новых начинаниях, так и в новом качестве жизни. Мы ведь можем застрять, выбирая вот эти кубки. Хочется все и сразу, а тут, скорее всего, многое будет зависеть. На что будете готовы именно вы? Ведь восьмерка пентаклей – это наши действия, это наш выбор. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.